Здравствуйте, мои хорошие! Наконец-то за окном наступила долгожданная весна, и под теплыми солнечными лучами начал таять снег, наполняя воздух веселым звоном первой капели. И по уже сложившейся традиции в начале месяца на нашем канале самые интересные и нескучные новости из мира здоровья и медицины. А я, в свою очередь, спешу поздравить всех представительниц прекрасной половины человечества с приближающимся весенним праздником Днем 8 марта. Пусть ваши лица всегда озаряют лучезарные улыбки, а каждый новый день дарит добро, заботу, ласку и, конечно же, здоровье. С праздником вас, наши милые! Сегодня в выпуске. Пеленание для взрослых – новая практика, захватывающая Японию. Неправильно приготовленный рис представляет угрозу для здоровья. Соединенные Штаты не исключают создание в будущем генетически модифицированных людей. И многое другое. Здоровые зубы – гарантия долгой жизни. Потеря зубов является значимым маркером плохого здоровья зубов. Согласно последнему исследованию, если вы потеряли минимум 5 зубов к 65 годам, то вы рискуете умереть раньше положенного. Дело в том, что последствия стресса и проблемы со здоровьем, сердечно-сосудистые недуги, диабет, остеопороз довольно рано проявляют себя именно в отношении зубов. А вот если к 74 годам человек сумел сохранить все зубы, то у него есть все шансы дожить до 100 лет. Человек может расстаться с зубами из-за травмы или плохой гигиены полости рта. Но также потеря зубов нередко связана с болезнями десен. А бактерии, вызывающие заболевания десен, способны проникать в кровоток и негативно влиять на сердечно-сосудистый статус. Не случайно ранее болезни десен уже связывались с сердечными недугами и диабетом. В любом случае, потеря зубов приводит к нарушениям питания. Человек уже не может нормально жевать, а это в дальней перспективе угрожает серьезными нарушениями в организме. Лопающиеся воздушные шарики опасны для здоровья. Новое исследование, проведенное в университете Альберты, показало, что звук лопающегося воздушного шарика может быть громче, чем звук выстрела из дробовика. А это чревато необратимой потерей слуха. Ученые лопали воздушные шарики разными способами и оценивали уровень шума. Самый громкий звук был сравним со звуками, издаваемыми сверхмощным оружием. Так, максимальная громкость звука лопнувшего воздушного шарика, зафиксированная учеными, составляла 168 децибелов, на 4 децибела больше, чем громкость звука выстрела из дробовика 12-го калибра. По мнению специалистов Канадского центра охраны труда и промышленной безопасности, максимальный уровень шума не должен превышать 140 децибел. Даже однократное воздействие слишком громкого звука может привести к негативным последствиям для слуха детей и взрослых. Пеленание для взрослых – новая практика, захватывающая Японию. Все любят, когда их обнимают. Ощущение окутывающего тепла успокаивает. Похожий эффект производит пеленание маленьких детей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что японские специалисты создали терапию пеленания для взрослых. Этот метод, как считается, гарантирует крепкий сон и здоровые нервы. А в рамках терапии человек садится со скрещенными ногами, а его заворачивают в простыню с головы до ног. Далее человек должен раскачиваться вперед-назад. Это дает возможность расслабить мышцы, убрать скованность и улучшить осанку, говорят создатели метода. Терапия в особенности показана недавно родившим женщинам. Но есть и другая точка зрения. Тех же маленьких детей профессор Николас Кларк из больницы университета Саутгемптона категорически не рекомендует пеленать. Он уверен, эта практика приводит к повреждению тазобедренного сустава. Королевский колледж акушерок тоже не советует пеленать детей. Проблема в том, что в процессе пеленания ноги вытягиваются и сдавливаются, и ребенок не может пошевелиться. А это пагубно сказывается на суставах. Чтобы тазовый сустав нормально развивался, ребенок должен иметь возможность сгибать ноги. Также высок риск перегрева и внезапной детской смерти.
Дыхание человека расскажет, болен ли он вирусом гриппа. Профессор Перена Гоума из Университета Техаса разработала уникальный анализатор дыхания. Он способен выявить наличие вируса гриппа в организме, позволив выбрать верное лечение. Нужно просто подуть в анализатор с сенсорами-полупроводниками. Сенсоры выявляют биомаркеры вируса, подобно тому, как алкоанализатор находит признаки опьянения у человека. По мнению профессора, ее анализатор значительно упростит жизнь врачам и даст возможность начать противовирусную терапию на самые ранние стадии развития заболевания. А это снизит риск распространения вируса и эпидемии. В теории анализатор возможно адаптировать для выявления и других вирусов, например, вируса Эбола. Специалисты рассказали, чем опасно курение в помещении. Сотрудники Национальной лаборатории имени Лоуренса предупреждают, липкий осадок сигаретного дыма на мебели негативно влияет на детей. Третичный табачный дым ослабляет иммунную систему новорожденных. Вследствие этого увеличивается риск серьезных заболеваний. Младенцы находятся в особой опасности, так как они часто облизывают разные предметы в доме. По словам исследователей, скорее всего, третичный табачный дым хуже первичного или вторичного. Ученые провели исследования на новорожденных мышах, подвергавшихся воздействию третичного табачного дыма. В клетки некоторых грызунов помещали кусочки хлопчатобумажной ткани с осадком табачного дыма. Исследователи заметили, что такие животные весили значительно меньше тех, кто не подвергался воздействию третичного табачного дыма в процессе развития. Но это было временно. Покинув клетку, мыши начинали набирать вес и догоняли своих сверстников. Однако воздействие третичного табачного дыма приводило к стойким изменениям в кровяных клетках, связанных с иммунной системой. Так, у грызунов, подвергавшихся воздействию третичного табачного дыма, оказалось больше тромбоцитов и отдельных типов белых кровяных клеток, в частности тех, которые имеют отношение к воспалению и аллергической реакции. Эти изменения сохранялись в течение 14 недель после окончания эксперимента. Дневной сон способствует развитию речи. У детей, которые регулярно спят днем, языковые навыки развиваются лучше, чем у тех, кто днем не спит. К такому выводу пришли специалисты из Университета Аризоны. В их исследовании приняли участие 39 детей в возрасте 3 лет. Добровольцев разделили на 2 группы. Участники из первой группы регулярно спали днем, а добровольцы из второй – нет. Дети, участвовавшие в исследовании, учили новые глаголы. Исследование показало, участники, которые не позже, чем через час после этого ненадолго ложились поспать, запоминали слова лучше, чем те, кто не спал в течение минимум 5 часов после обучения. Вероятно, дело в том, что сон, особенно медленно-волновой, способствует консолидации памяти. По словам ученых, дети дошкольного возраста должны спать от 10 до 12 часов в сутки, независимо от того, когда они спят. Недостаток сна может привести к негативным последствиям, в том числе для когнитивных функций. Мало кто знает, но неправильно приготовленный рис представляет угрозу здоровью. И если добавить недостаточно воды, то можно получить блюдо, повышающее риск развития рака и болезни сердца. Все дело в мышьяке. Когда воды значительно больше, чем риса, ей удается вымыть мышьяк, содержащийся в нем. А замачивание риса на ночь снижает уровень мышьяка примерно на 80%, спасая от отравления. Мышьяк попадает в рис в ходе промышленного загрязнения и с пестицидами, которые когда-то использовались. Все это оседает на полях и остается там десятилетиями. Наличие мышьяка в рисе подтверждают тесты Королевского университета Белфаста. Ученые проверили концентрацию мышьяка в рисе в зависимости от типа приготовления. Сначала использовали соотношение воды к рису в объеме 2 к 1. Потом соотношение увеличивали до 5 частей воды. И это уменьшило концентрацию мышьяка в половину. Но лучше всего сработал третий способ – предварительное замачивание. В рисе содержится в 10 раз больше мышьяка, чем в других пищевых продуктах. Хронический контакт с мышьяком способен вызвать развитие болезней сердца, диабет и повреждение нервной системы. Но особое беспокойство вызывает повышенный риск развития рака легких и мочевого пузыря. Кстати, согласно еще одному подходу, приготовление риса в кофейном перколяторе, разновидность кофеварки, не дает мышьяку связываться с рисом. Душевные переживания вызывают физические болезни. Нервные переживания могут подорвать здоровье, с этим согласны и медики, и простые люди. Некоторые даже считают, что все болезни от нервов.
Согласно последнему исследованию, на нервы возможно списать 40% от общего числа недугов. По словам исследователей, волнение и стрессы приводят к изменению гормонального фона и к развитию разных недугов. К примеру, сильная грусть вызывает снижение количества серотонина и дофамина. Нередко это провоцирует возникновение тяги к сладкому. Итогом может стать набор веса и нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. А сильная тоска тормозит обменные процессы в теле и, напротив, снижает аппетит. Гнев, в свою очередь, повышает уровень кортизола и адреналина, стрессовых гормонов. В небольшой концентрации гормоны производят позитивный эффект. Однако в условиях сильного стресса они напрягают мышцы и увеличивают нагрузку на сердце, повышая частоту сердцебиения. При обиде уровень адреналина и кортизола тоже повышается. Эмоции не находят выхода, что усугубляет ситуацию еще больше. В результате не исключены проблемы с пищеварением, включая диарею и запор, констатируют исследователи. Соединенные Штаты не исключают внедрение массового редактирования генома. В США может произойти настоящий переворот. Национальные академии наук и медицины допустили снятие запрета на создание в будущем генетически модифицированных людей. Правда, с оговорками. А речь идет не об улучшении человека и модификации его способностей, а о коррекции мутаций, приводящих к наследственным недугам. Сейчас в ряде стран действует запрет на создание человеческих зародышей с отредактированной ДНК. На этот случай, если он будет снят, специалисты предложили ряд рекомендаций, которым должны будут следовать научные и медицинские центры. Во-первых, говорится о редактировании генома как о терапии последней линии, когда другие методы уже не работают. Второе. Редактирование должно затрагивать только те гены, которые однозначно связаны с наследственным заболеванием. Плюс требуется строгий контроль за клиническими испытаниями, а также наличие достаточного количества данных о пользе и возможных рисках вмешательства в ДНК. Что касается этического вопроса, то к его обсуждению рекомендуется привлекать общественность. Пока же некоторые группы ученых проводят эксперименты по изменению человеческой ДНК, но работа ограничивается вмешательством в геном соматических, неполовых клеток. А на сегодня это все. Не болейте, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнать о выходе новых выпусков. Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!